Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про женщин с ЧСФ, что это такое, и поговорю сегодня про поколение, которое выросло на Доме 2, вот этом проекте, которое, мне кажется, что появилось неспроста, с учетом того, что у нас давно уже идет разрушение института семьи, института брака, и драма современного поколения в том, что они хотят всего побольше, чтобы за это платили какие-то несоизмеримые суммы, и главное, чтобы еще поменьше за это все делать. Особенно сейчас это наблюдается у женщин. Сейчас очень много мужчин сталкиваются вот с этими женщинами с ЧСФ. Что такое ЧСФ? Это чувство собственного величия. Знаете, есть такая фраза, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Что это означает? То, что человек волен поступать в своей жизни личной, как он считает нужным. Но если это уже отражается на окружающих, то здесь человек должен нести ответственность. И такие женщины за счет своего раздутого ЧСФ унижают мужчин. И, возможно, эти мужчины, униженные вот этими женщинами, к нормальным уже женщинам не подойдут. Что ж, я перехожу к описанию. Здесь, что называется, без тысячи слов описание все объяснит, что это за женщины. Ну, а я потом прокомментирую. Такие женщины смотрят на людей как на пустое место, требуют того, что сами не могут дать. То, например, то, что требуют от мужчин женщины, которые не умеют сами работать. Завышенные ожидания, завышенные хотелки и, самое главное, несоответствие статусу того, как они себя представляют. Мужчин, конечно, нереально такое поведение возмущает. Причем все больше мужчин, которые друг другу говорят: ребят, уважайте себя и вообще не связывайтесь с такими дамочками. Правильно делают. А за что? Женщина сейчас выставляет себе такую цену, во-первых, как товар, во-вторых, этой цене совершенно не соответствует. Такая девушка, женщина, считает себя главнее и выше всех. Это, причем, речь может идти не только о красотке, но и о какой-то серой мысли. Где-то посмотрела, что так себя надо вести, и вот такая же, вступила на такую же тропу, как и остальные. Но сейчас такое время, когда вот маски сбрасываются. Вот раньше как-то еще все это было завуалировано, а сейчас, мне кажется, уже в открытую показывается, что из людей не совсем хотят в дальнейшем делать людей, вот со всеми базовыми такими фундаментальными качествами, когда раньше женщина была женщина. А сейчас кажется, что вот женщина с этим раздутым манием величия будет ходить с таким каменным лицом, и она будет считаться женщиной. Нет, дорогуша, мужчины прекрасно все понимают. У мужчины нюх на хороших женщин. Наверное, то есть таким женщинам кажется, что ими восхищаются за счет вот всего вот того, как они себя преподносят. Но я могу, может быть, открыть страшный секрет. Мужчины смеются над такими женщинами. Особенно вот эта вот мания величия у женщин вот с этой вот короной, прилипшей к голове где-то в районе 20-30 лет. И от соцсетей пошло, конечно же, и поэтому мужчины друг другу пишут: ребят, прекратите лайкать, прекратите как раз вот повышать вот этот сами вот этот ЧСФ. Ну вот как это работает? Женщина, какая-нибудь среднестатистическая, не красавица, выкладывает фотографию на сайт знакомств, и ей поступает очень много предложений сразу лайки, там, и все, там, и многие готовы с ней встретиться. Здесь, конечно, сразу женщина понимает: ух ты, какой интерес, да? А теперь представьте, что выложит мужчина свою фотографию. Даже мне пишут в комментариях, если это симпатичный мужчина, но женщина сама вряд ли проявит инициативу, и вот таким вот образом работает, да, то есть спрос в соцсетях даже на среднестатистических женщин, он почему-то высокий. Меньше внимания, меньше будет завышенная самооценка у женщины, однозначно. А потом завышенная самооценка. Вы знаете, у меня была такая интересная история, когда я только начинала, я работала с актрисой, которую не ставили на главные роли. И она как раз вот себя так вела,
как вот вот эти женщины с ЧСФ. Но когда я уже поработала с известными актрисами, и потом мне объяснили, что известной актрисе ей не надо никому ничего доказывать. Она уже признана людьми, и самое интересное, что такие люди, как правило, они гораздо проще в жизни, они гораздо более открытые, человечные и общаются со всеми не свысока. Вот эта вот завышенная самооценка, она от этого и завышенная. Уже изначально в этом есть подсказка, что она неадекватна. Ну и возвращаюсь я к сайту знакомств, значит, потом, да, если договаривается мужчина о свидании, то она себя так вальяжно ведет, машину предоставить, ей ресторан предоставить. Хороший, конечно, потому что кафе — это такая женщина, она какое кафе? Если мужчина откажет, то там уже очередь стоит, она будет выбирать уже из других. Но на этом этапе я советую мужчинам вот прям сразу же говорить, таким женщинам нет. И женщины думают, что мужчины все равно будут соглашаться, но мужчины сейчас очень подкованные. И если женщина думает, что она там как-то проверяет мужчину на его способность оплачивать, то уже мужчины также проверяют женщин. И когда вот женщина вот это выдает, вот такой вот цирковой номер, то мужчина сразу говорит «до свидания». Все, потом после свидания женщина напоминает мужчине, насколько она ценная, насколько она классная, насколько ему повезло. И здесь включается знаменитая фраза «ты должен». Все, с этого момента женщина хочет запрести мужчину в упряжку. По итогу получается такая эгоистичная особа, которая готова ходить навстречу ради своих выгод. Она совершенно не готова равномерно вкладываться в отношения. Ну а если ей что-то не подойдет, то она бросит и найдет легко другого. Собственно, вот такой вот очерк. Капризная, требовательная, заносчивая и высокомерная. Собственно, что растили, то и получилось. Вот это вот поколение Дома-2, вот как я уже сказала с самого начала, он как-то, возможно, перекликается с тем, что у нас начал рушить институт семьи. Знаете, я рада, что я вот родилась вот в свое время, вот со своим поколением, с которым я общаюсь, и понимаю, что многие сохраняют в себе то, как это было раньше. Мы видели это, мы знали, и мы четко понимаем, как оно плохо. Вот для меня всегда раньше, не все программы, конечно, но как-то было доверие больше к телевизору, да, если что-то показывали, то действительно были программы хорошие. По сути своей этот проект не несет в себе ничего полезного. Проект шел очень долго, огромное количество людей его смотрело. Ну, понятно, там сценарии выстраивали, все подбирали людей, чтобы рейтинг был, потому что продюсеры, конечно, всегда заинтересованы в том, чтобы проект шел. Собственно, от этого он и закрылся, потому что рейтинги упали, и уже просмотров было не так много. Да? Ну, я думаю, все знакомы, да, драки, они там все на этом бревне сидели, по сути, ничего не делали, только там друг с другом перевстречались, какие-то там такие ночные съемки, где показывали там даже какую-то близость там по камерам, да, какие-то там детали, ну, какие-то кадры были, вот, ели как хомячки, их, собственно, и называли хомячками, ну и, собственно, все, то есть никаких производных, то есть, на мой взгляд, это абсолютно безнравственная программа. От этого он и закрылся, потому что рейтинги упали. А вот самое интересное не потому, что люди так очнулись и подумали, ой, ну ерунда какая. Да нет, просто в основном молодежь, которая смотрела, она вся ушла в сети к своим блогерам, ну, в соцсети, вот и все. Какие там персонажи были в последнее время особенно? Это женщины вот все как одна с накачанными губами, с легким таким поведением. Какая проблема Дома-2? Это отсутствие нравственности в первую очередь. Ну, ее не воспитывали, поэтому взять-то неоткуда. Женщины, ну и, собственно, оттуда женщины с ЧСФ, которые просто накачивают свои губы, тюнингуют свою внешность и хотят ее продвигать за деньги.
При этом внутри может быть такая пустота. Как-то я читала недавно статью, что зарплата преподавательницы ниже, чем зарплата таксистов. Но вот пока такое есть, то как-то слабо верится, что образование наше может поменяться в хорошую сторону. Образованием девочек нужно срочно заниматься. Это какая-то сейчас пародия на женщин, где честь, где достоинство. А еще раньше скромность девушки украшала. И нормальные мужчины не выберут такую женщину. Женщины не понимают, они сами ломают себе жизнь. В комментариях очень часто пишут фразу: если хочешь погубить нацию, разврати женщин. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.